Всем привет. Точнее, не всем, а только овнам. Сегодня расклад только для овнов и что будет в январе. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, маленькие овняшки. Смотрим любовь, смотрим работу и деньги. Ну, знаешь, но январь смотрим, не декабрь. Тебя, знаешь, в январе по любви как будто вот выдернет из того болота, где ты сейчас сидишь и пережевываешь старую свою историю с бывшим. Ты вот до сих пор внутри цеплялась вот за это прошлое. Ходила с этим осадочком, типа «меня так задели, меня так ранили». А плюс вот ты еще и овен, то ты плачешь с ножом в руке. И при этом ты сама себе не даешь права нормально жить дальше. Вот в январе как раз эта тема закрывается жестко. То есть, знаешь, будет такая ситуация, которая тебя отрезвит, глазки твои откроет. И ты согласишься пойти туда, куда раньше никогда бы и не пошла. Это или какая-то встреча, или какая-то, знаешь, закрытая тусовка. Ну вот какой-то праздник закрытый. Вот. И ты сначала будешь идти туда через силу. Типа, знаешь, какое настроение будет? Ну ладно, схожу, чтобы там не ныли, подружку поддержу, может. А потом там случится вот этот поворот. Не розовые сопли. И знаешь, вот как сказать, вот щелк в голове. Вот как инсайт в голове, понимаешь? Ты увидишь рядом живых, нормальных людей. И, конечно, поймаешь интерес со стороны. Почувствуешь, что к тебе реально тянутся. И поймешь всего лишь одну простую вещь. Ты не привязана больше к той старой боли. И тебе вот прям вот, как сказать, вот даже физически легче станет. Не от того, что кто-то новый сразу там станет любовью твоей жизни. Нет, от того, что внутри исчезнет вот это постоянное сравнение, как было с тем, как было тогда. И перестанешь вот эти старые сцены гонять перед сном. Перестанешь проверять, не всплыл ли где его след. Перестанешь себя жалеть за эту историю. То есть в любви в январе у тебя идет обновление через реальный шанс. Мужик появится, но он знаешь какой? Он давить на больное не будет. Про прошлое напоминать тоже не будет. Он, знаешь, он будет с тобой общаться вот здесь и сейчас без всяких игр. Не из фантазий, а из жизни. То есть нормальная переписка, живой диалог, возможно, кофе с булочкой, да? А если вообще замечательный мужик, то кофе и булочка с маслом. Понимаешь? И не будет у него вот этих вот подвисаний. Вот знаешь, когда познакомилась, да, ты, например, и у тебя как было много раз. Познакомилась, и все, тишина. Где он, что он, кто мы друг другу. Вот этого не будет. И ты сама себя удивишь, как спокойно ты откликнешься на это. Без вот этой овновой драмы, без истерик овновских. Без вот это «Ой, вдруг опять». То есть ты себе позволишь, даже я бы сказал не позволишь, а разрешишь улыбаться себе, флиртовать без чувства вины перед вот этим бывшим. Потому что сейчас у тебя как? Мужик наклевывается, корень, говорю, якорь держит, да? А у бывшего поводок в руках. Ну, овны понятно, овны же они такие, вот если привяжутся, то только отвязаться может, не буду говорить. То есть ты вот так вот любишь. Всем сердцем, всем душой, а если он не твой, то не будет он ничей, на то они овны. Вот, и вот эта любовная тема
В январе у тебя развернется от вот этого «я вечно страдаю», она развернется к вот этому «я могу нормально общаться, и мне не больно». И мало того, даже не стыдно перед бывшим. Но январь это не будет месяцем тяжелой романтики и не месяц полного одиночества. Вот такая середнячок. Понимаешь? Без, без вот этих, без вот этих вот искрометных розовых соплей. А ты их и так не любишь, ты же Овен. И за январь ты окончательно вылезешь из старой истории. И зайдешь в новую, где ты не жертва, а нормальная женщина, девушка, бабушка, неважно, у которой есть интерес к жизни и к людям тоже. И вот этот бывший, он в голове, перестанет быть главным героем. Он как-то вот на задний план его подвинет тот мужик, понимаешь? Любовь любовью, что на работе. Тут не так весело, да, сама видишь. Подморозит в январе тебя работа, подморозит. Но не так, что вот все рушится, да, а вот что будет как будто вот медленно, нудно все будет двигаться. У тебя есть тема, которую ты давно откладывала. Документы, отчет, какой-то договор, старая задача, вот эта, которую ты то не успевала, то просто трогать не хотела. И вот в январе от этого никуда не деться. То, что ты откладывала в декабре и сейчас откладываешь, в январе тебе обухом прилетит. И по работе тебе вот придется зависнуть на разборе хвостов. Понимаешь? Вот прям по-честному. Начальник, там, заказчик, какие-то вот официальные структуры, они достанут старые дела и скажут, а давай-ка с тобой, маленькая овняшка, доведем это до ума. И ты знаешь, ты окажешься в таком положении, когда вот рыпаться будет бесполезно. Не уволиться в эмоциях, не все бросить, не хлопнуть дверью. Нет, придется сидеть и разбираться, где что было сделано кое-как, где чего не закрыто, где нужно переделать. И это будет неприятно именно тем, что ты почувствуешь, что к тебе строго подходят. А овны же они какие. На них не крикни. Без вот этих «ну ладно, потом», без вот это «как-нибудь разберемся». То есть все будет по факту. Вот ты обещала, вот тут ты не доделала, вот тут надо исправить. И внешне будет, даже может быть вежливо, но по сути жестко. И ты будешь чувствовать себя как будто вот в паузе. Не вперед не двигаешься и назад не откатываешься, потому что ты вот, как сказать, хвосты подбираешь. Просто висишь в этих задачах и думаешь, что работа превратилась в сплошную проверку. Но важно тут другое. В январе у тебя не получится там пересидеть, спрятаться. Тебе придется взять ответственность за свои косяки и неточности за ноябрь и декабрь. Прям вот открыть, посмотреть, признать и довести до конца. Вот именно так. И не на словах, а рука. И когда ты это сделаешь, все выровняется потихонечку к февралю. Но февраль мы сейчас не смотрим, да, у нас январь. Но, знаешь, в январе продвинуться по вот этой вот, как называется, наверх ступеньки. Лестницы карьерной, старый, немощный. Продвинуться по карьерной лестнице, да, или какой-то там новый проект рубить, то есть резкий скачок сделать в январе не получится. Январь у тебя для работы, вот как сказать, для работы месяц торможения. Вот я не знаю, как это объяснить, ни туда, ни сюда, и сбоку Овен. Понимаешь? То есть приведение всего в порядок и честного разговора с самой собой. На что ты реально согласна, чего до тебя не доходит, где ты сама виновата, сама забила. Ты такая-то. С деньгами. С деньгами, знаешь, тут у тебя, знаешь, как будет, вот все так, как раньше, больше не получится. Но не в духе паники, а вот, как сказать, с ясностью. Ты вот возьмешь листочек,
телефон, ноутбук, это неважно, и сядешь считать деньги свои. Прямо вот распишешь, сколько приходит, сколько уходит, куда утекает, где ты сама проехала мимо. И не просто посмотришь, да, на свои счета, а вот увидишь одну конкретную точку, через которую можно вытащить денежки свои на новый уровень. И это будет не сказка, не лотерея, не волшебная палочка. Это будет твоя овновская нормальная идея. Это будет новая подработка, переход на другой вот формат работы, повышение чека, кстати, за свою работу. То есть это все, это я не перечисляю, что то или то. Нет, это все будет. Понимаешь? И вот в январе у тебя уверенность появится, что ты не просто хочешь, а то, что ты можешь. И вот какой-то разговор, ну или информация от человека, да, неважно, все равно это разговор, да, оно подтолкнет тебя. Ты уж слышишь, что люди зарабатывают на том, что тебе знакомо. И ты поймешь, что ты можешь не то что хуже, ты можешь в разы лучше них это сделать. И начнешь строить план не на неделю, а на долгий срок. Вот прям по шагам, да, как я часто говорю, маленькими шажочками. И у тебя будет, что сделать в январе, что сделать в феврале, к чему прийти к концу года. И самое приятное, что на фоне вот этой ясности ты уйдешь от чувства безнадеги. А вот чувство безнадеги у тебя в ноябре было. Сейчас у тебя не то ни сё и сбоку, не то ни сё и посередке Овен. Ты перестанешь думать, что деньги — это вечная проблема в конце января. То есть у тебя, знаешь, появится такое ощущение, что дорога вперед все-таки есть. И вот этот в самом январе, золотой дождь не посыпется, конечно, но первый результат ты все равно увидишь. Золотой дождь вообще не твое, извиняюсь. Из золота дождик, да. Денежки небольшая, но придет. Честная денежка придет. Это как вот, знаешь, аванс, возврат долга, премия за старый закрытый вопрос. И ты это воспримешь не как случайность, а как подтверждение, что ты правильно все-таки идешь. Деньги вот в январе, они у тебя связаны не с вот этой удачей, да, которую все девочки ждут, а вот с ясной головой и верой в то, что ты можешь. Понимаешь? Я не знаю, как по-другому объяснить, но ты поняла. Все. Расклад для овнов закончен. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. С овнами дед тоже рядом.